«27 марта 1999 года неподалеку от сербской деревни Буджановцы в 40 километрах западнее Белграда произошло событие, отголоски которого в самый короткий срок облетели весь мир. В третий день войны между силами Североатлантического альянса и Югославией был сбит американский ударный бомбардировщик F-117А «Найтхок». Самолет с номером 820806, управляемый подполковником Дейлом Зелко, был сбит зенитно-ракетным комплексом советской разработки С-125 «Нева», принятым на вооружение в далеком 1961 году и принадлежащим 250-й ракетной бригаде ПВО Югославии. По данным заместителя командира 3-й батареи подполковника Джорджа Аничича, самолет был сбит в 20:55 по местному времени. Из доклада Аничича вырисовывается следующая хронология событий того дня. Изначально на радаре прослеживались лишь едва заметные далекие объекты, не заслуживающие большого внимания. Неожиданно по курсу 195 градусов был обнаружен объект на расстоянии около 23 километров, летящий прямо в сторону расчета ПВО. После сближения до 15 километров по курсу 210 градусов командир группы подполковник Дани Зелтон отдал приказ следить за объектом. Вскоре цель пропадает с радара, и Зелтон дает команду прекратить поиск цели. Через несколько секунд цель снова обнаруживается, уже по курсу 230 градусов. Затем все повторяется. Цель снова пропадает, а спустя несколько секунд опять появляется на радаре по курсу 240 градусов на расстоянии 14 километров. Расчет готовится к запуску ракет, однако цель снова пропадает с экрана радара. Напряжение достигает своего апогея. При следующем появлении цели на расстоянии 13 километров Дани отдает приказ поразить цель прямой наводкой. Запуск. Далее следует грохот стартующей ракеты. Через 5 секунд уходит вторая ракета. Расстояние до цели в этот момент уже около 10 километров. Через мгновение на экране радара происходит яркая вспышка. Первая ракета взрывается рядом с целью и поражает ее. Расчет ПВО быстро покидает позицию, которая совсем скоро была обстреляна американскими ракетами. Спустя некоторое время стало известно, что в небе над Югославией был сбит американский самолет-невидимка F-117А, который упал рядом с селом Буджановцы. Через 7 часов поисковыми службами был обнаружен пилот, которого сразу же доставили на авиабазу Авиано в Северной Италии. Вот что он рассказал впоследствии о случившемся. «Была очень низкая облачность. Ракету я увидел, когда она уже пересекла слой облаков, сразу после запуска. Она шла под углом в 50 градусов ко мне. И как только я ее увидел, я понял, что меня вычислили. Первая ракета прошла совсем близко над самолетом. Настолько близко, что самолет начало трясти». После этих событий даже у далеких от темы авиации и стелс-технологий людей невольно возникали вопросы. Как же так? Самолеты стоимостью сотни миллионов долларов поражаются советскими морально, физически и технологически устаревшими системами ПВО. Давайте совсем немного углубимся в тему, не касаясь глубоко научных терминов, чтобы в общих чертах понять суть события, произошедшего в небе над Югославией 27 марта 1999 года. Первое, что необходимо отметить, это то, что разведывательные самолеты НАТО на тот момент свободно перехватывали все переговоры и передавали координаты излучающих устройств ударным самолетам с очень высокой точностью, вынуждая противника соблюдать радиомолчание. Радары включались только в случае крайней необходимости, после чего расчеты тут же меняли свои позиции. Стандартные сообщения и приказы передавались при помощи посыльных.
Вооруженные силы НАТО для обнаружения сил противника по большей части были оснащены современными американскими дециметровыми и сантиметровыми радарами АН-ТПС-70 и АН-ТПС-63. На вооружении же у югославских сил ПВО стояли устаревшие советские радары П-12 «Енисей» и П-18 «Терек». Они многократно уступали западным радарам по дальности при работе с обычными целями. Но так как работали на более длинных волнах, до 2 метров, они обладали возможностью обнаружения самолетов с пониженной радиолокационной заметностью, то есть самолетов-невидимок. Еще одним фактором, сыгравшим роковую роль для сверхсовременного американского самолета, стал фактор человеческий, а именно ныне офицер в отставке, который в последние годы занимается выпечкой хлеба, учившийся в СССР, на тот момент подполковник Дани Золтан. В одном из интервью Первому телеканалу журналисту Евгению Баранову Дани рассказал, как 26 марта, за день до описываемого события, он абсолютно четко и ясно видел этот самолет в небе, во всех своих очертаниях. В тот самый момент у подполковника и промелькнула мысль: ага, прилетел к нам? Но раз прилетел, значит, мы тебя и приземлим. Все, что было далее, вы уже знаете. 28 марта 1999 года Пентагон вынужден был признать, что самолет F-117A ВВС США был потерян в 40 километрах западнее Белграда. Но причина его падения в средствах массовой информации названа не была. Вскоре Республики Югославии не стало. Но весь мир смог тогда запомнить издевательское послание сербских военных, адресованное, очевидно, к ВВС США. «Извините, мы не знали, что ваш самолет не видим». За свою работу подполковник Дани Золтан не получил орденов и медалей, но получил доброе имя от всех сербов и стал национальным героем. Один русский офицер, удивленный и восхищенный проделанной расчетом Дани Золтана работой, снял с руки и подарил ему свои командирские часы. Казалось бы, что на этой истории можно поставить точку, но нет. Вполне возможно, что у нее есть продолжение. Существует мнение, что потерянный над Белградом F-117A ВВС США был не единственным. Об этом написало американское издание Drive. Через какое-то время после описываемых событий начали появляться слухи, что 30 апреля был сбит еще один американский стелс, потерявший часть хвостового оперения, но сумевший чудом дотянуть до базы, а в дальнейшем из-за серьезности повреждений выведенной из эксплуатации. Отставной подполковник ВВС США Чарли Хейнлайн, бывший пилот F-117, вылетавший в тот день на бомбардировку Сербии в паре с подбитым самолетом, подтвердил эту информацию. Цели этих бомбардировщиков-невидимок находились в Белграде, примерно в 16 километрах друг от друга. После сброса бомб оба F-117 должны были вернуться к самолету-заправщику, который ожидал их над Венгрией. Но Хейнлайн прибыл один. Напарника не было. Когда же поврежденный самолет «Стелс» появился, он был плохо управляем, поэтому танкер заправил его с большим трудом. Поврежденный самолет большими усилиями удалось дотянуть до базы Шпангдалем в Германии. Военный эксперт из Канады Майк Михайлович сообщил на своей странице в Твиттер, что получил в распоряжение документ, где также говорилось о подбитом 30 апреля 1999 года американском самолете-невидимке. Он утверждает, что во время операции «Союзная сила», вероятно, сербы могли подбить еще один F-117. Получается, уже третий. Предположительно, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в хорватском Загребе. Восстанавливать этот самолет также не стали. Существует несколько неподтвержденных свидетельств того, что иракским радарам во время войны в Персидском заливе также удавалось обнаруживать этот тип самолетов-невидимок. Бомбардировщик F-117A был принят на вооружение в 1983 году. При этом его существование официально было признано Пентагоном только в 1988. Ранее эти самолеты активно использовались во время войны в Персидском заливе и операции «Лис пустыни».
По заявлениям командования Вооруженных сил США, эти самолеты на тот момент невозможно было обнаружить ни одним из существующих типов радаров. Считается, что большая часть электронной начинки сбитого 27 марта самолета была продана предположительно в Россию и Китай для тестирования своих строящихся самолетов стелс. Остальные обломки сбитого бомбардировщика хранятся в музее авиации, недалеко от Белградского аэропорта имени Николы Теслы. Один из залов музея посвящен героям 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО, сбившей невидимку. США безуспешно требуют от Югославии вернуть обломки самолета, но требование американского правительства до сих пор остается неудовлетворено. В 2012 году сербский режиссер Željko Mirković снял документальный фильм об этом событии под названием «Вторая встреча», в котором американский пилот сбитого самолета Дейл Зелка предпринял поездку в Сербию для встречи с Золтаном Дани в его новой жизни. На этом, пожалуй, закончу свой рассказ. Это первое видео на моем новом канале, поэтому буду очень признателен за лайки и подписку. Это поможет каналу расти. Обещаю, что следующее видео будет еще интересней. До встречи!